по кратчайшему расстоянию, через бутылочное горло. Войска Волховского фронта наносили удар извне, а силы Ленинградского фронта изнутри города. Наступление обоих советских фронтов началось с артиллерийской подготовки утром 12 января. С последними залпами вся Нева от Московской Дубровки до Шлиссельбурга заполнилась атакующими войсками. Но форсирование Невы у Шлиссельбурга закончилось неудачей. Сорвалась атака у Невского пятачка, укрепленного немцами. Танки, медленно продвигавшиеся среди торфяных карьеров и воронок, становились мишенью для немецкой противотанковой артиллерии. Однако ставка на двойной удар оправдалась. Через 2 дня после начала наступления войска двух фронтов разделяла полоса всего в 2 километра. Они и оказались самыми трудными. Танки не могли поддержать войска, часть была подбита, другая попросту застряла. Теперь все зависело от действий полков, рот и даже взводов пехотинцев. Командующий генерал Федюнинский ездил на передовую и торопил, требовал быстрее идти вперед, успеть до прибытия немецких резервов. По его приказу были выделены специальные отряды, отдыхавшие днем и продолжавшие бой ночью, не давая покоя противнику. Немцы придерживались тактики удержания дорог. Неприметные до войны рабочие поселки номер 1 и номер 5, через которые проходила единственная дорога от Ладоги до станции МГА, враг превратил в настоящие крепости. Захват дороги означал бы развал всей немецкой обороны в бутылочном горле. Кюхлер встал перед трудным выбором – надеяться на подход резервов или отходить из бутылочного горла. Кюхлер отдал приказ держаться. Войска Волховского фронта подошли к рабочим поселкам с востока. Взять крепости сходу не удалось, атакующих встретил шквальный огонь. Но тактика двойного удара сработала. Когда с запада к поселкам подошли части Ленинградского фронта, немецкая оборона не выдержала. Кюхлер впервые столкнулся с последствиями своей недооценки противника. Немецкие части под Шлиссельбургом, которые еще вчера можно было спокойно отвести к Синявино, оказались окружены и взяты в плен. Около полуночи 18 января 1943 года по радио прозвучал голос Левитана. После 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. По изрытой воронками земле бутылочного горла менее чем за 3 недели была проложена железная дорога, названная Шлиссельбургской трассой. Она проходила всего в 5 километрах от линии фронта и находилась под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. О полном снятии блокады говорить было рано, но в Ленинград, наконец, поступали продукты и топливо. Отбросить немцев дальше не удавалось. Подошедшие резервы группы армий «Север» успели занять и укрепить Синявинские высоты. Справка. Традиционно немецкая оборона строилась вокруг пулемета МГ-34 или МГ-42. Часть солдат фактически обслуживала и охраняла его. К осени 1943 года советские войска разработали и успешно применяли тактику ведения боевых действий против них. Стрелковые части во взаимодействии с артиллерией и минометами уничтожали вражеский пулемет уже в первые минуты боя. Немецкие солдаты с винтовками мало что могли противопоставить шквалу огня советских пистолетов-пулеметов, ППШ и ручных пулеметов красноармейцев. Применение нового огнестрельного оружия радикально изменило ситуацию. Даже потеряв пулемет, отделение немецкой пехоты с МП-43 сохраняло достаточную огневую мощь для отражения атаки. Каждый солдат отделения мог стрелять очередями с хорошей точностью. Новое оружие назвали «Штурмгевер» – штурмовая винтовка. Советским войскам предстояло штурмовать хорошо вооруженные немецкие позиции. В 1944 году советское командование планировало полностью снять блокаду Ленинграда. Преодолеть немецкую оборону у Синявинских высот не удавалось, и стратегию изменили. В
качестве стартовой позиции нового наступления выбрали клочок суши под Ораниенбаумом на берегу Финского залива, который так и не смогли захватить войска Кюхлера. По плану с плацдарма наносился удар во фланг и тыл осаждавших Ленинград немецких войск. Генерал Федюнинский возглавил вторую ударную армию, которая скрытно переправлялась к Ораниенбауму. План обладал неоспоримым преимуществом. Действия войск поддерживала мощная корабельная и береговая артиллерия Балтийского флота. Для операции выделили 100 орудий калибром более 100 мм. К ним присоединились 3 башни с орудиями полузатопленного линкора «Марат» и батареи форта «Красная Горка». Советская операция началась 14 января 1944 года. О начале наступления не сообщалось ни в газетах, ни по радио. Но слышавшие канонаду ленинградцы понимали, что начался отсчет последних дней блокады. В успехе наступления уже никто не сомневался. От грохота орудий буквально дрожала земля. Неожиданно мощный удар с плацдарма привел к быстрому развалу всей немецкой обороны. Через неделю после начала операции советские войска, захватив огромные трофеи, соединились в районе Ровши. Отход частей Кюхлера превратился в бегство. Фронт откатывался от Ленинграда. Канонада становилась все тише, а через несколько дней в городе наступила долгожданная тишина. Справка. За период блокады в Ленинграде, по официальным данным, умерло около 642 тысяч человек. По другим оценкам, более 850 тысяч. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Из Ленинграда с начала войны эвакуировано около 1 800 000 человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей. В 5 раз меньше, чем в начале войны. Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной самого крупного города в истории Второй мировой войны. Группа армий «Север» 2,5 года оказалась скованной тяжелыми боями в лесах и болотах. Составляя почти 1/5 часть немецких сил на Восточном фронте, она оставалась самой пассивной. Поддерживая блокаду Ленинграда, немецкое командование не могло использовать эти войска ни под Москвой, ни под Сталинградом, ни под Курском. А далеко на юге, на открытых пространствах от Харькова до Волги, Красная армия постигала еще одну трудную науку войны – тактику маневренных операций танковых соединений. В 1942 году миру предстояло впервые услышать и запомнить название советского города Сталинград.